Итак, снова здравствуйте, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Baldur's Gate. Как вы помните, в прошлой серии мы с вами закончили исследование катакомб, а отправились в город Baldur's Gate, чтобы найти сырьевок. Но столкнулись с одной небольшой проблемой, с тем, что нам нужно отдохнуть, вот, и нам очень нужно отдохнуть. Так как у нас здесь везде стражники, вот, которые ходят и патрулируют город, я решил, что мы можем просто зайти в какой-нибудь дом. Похоже, в дом мы тоже зайти не можем. Вот. Давайте потихонечку попробуем пробраться. Опять. Да что такое? И здесь конварик пламенного вулкана. Что же делать? Ладно. Сейчас попробуем, можно ли в тюрьме обойтись без убийства. Это мы уже с вами читали. И хватит уже, я ведь знаю, что ты работаешь на сырьевок, я заплачу тебе больше, если отпустишь меня. Превосходная идея бороться с их жадностью в моей душе, но твоя попытка причинила неудачу. Я не настолько глуп, что перейти дорогу кому-то вроде сырьевока. Подобная глупость больше свойственна тебе. А теперь, когда мы покончили с этими любезностями, я приму решение. Я долго размышлял над тем, какой вынести приговор, если ты попадешь в мои руки. Выбор очевиден. По обвинениям в убийстве я приговариваю тебя к казни через повешение. По обвинению в убийстве, грабеже, поджогах, насилии и многих других различных преступлениях я приговариваю тебя к казни через повешение, которое произойдет на центральной торговой площади. Так, у нас была, смотрите, у нас открыта одна клетка наша. Как открыть остальные? Юзаться, вроде ничего не юзается тут. Пройти сюда я тоже не могу, похоже. Так. А это кто? Нет. Эй, приятель. Интересно, как это тебе удалось выбраться из своей камеры? Кто-то оставил ее открытой, или может тебе под ногами попался мой ключ? Хотя вряд ли, хе-хе. Так значит, тебя обвиняют в убийствах по 3 разным статьям? Не пытайся это отрицать, я знаю, что это ты. Ну что ж, меня зовут Неб. Неб, ты знаешь, что произошло в городе за последнее время? О, да, много всего. Ты в курсе, что случилось с герцогом Льтаном, а? Он заболел, поэтому сейчас за все отвечает Анджела. На его месте должен был быть Скар, но он вышел на улицу и был убит, хе-хе. Да, за последнюю неделю в городе все пошло наперекосяк. Очень жаль, хе-хе. Так. Похоже, ты теряешь терпение, да? Ну и что я могу здесь сделать? Пока не понимаю. Выйти никто не может, кроме меня. По всей видимости, кто-то взломал замок для двери этой камеры. Так. Что же мы можем здесь сделать? Камеры точно все закрыты, да? И открыть как бы это даже они не посвящаются как двери, поэтому открыть их как двери не получится. А здесь мы с вами были, кстати, в этом месте. У меня уже есть выход отсюда, если ты не в курсе. Эх, хорошо замаскирован, да? Ищи сколько хочешь, все равно не дешево. Господи, серьезно что ли?
Эй, хорошо, что старина Нэп решил прибавить своему воровскому мастерству немного искусства и иллюзий, да? Конечно, конечно. Вот что я скажу тебе. Убийца к убийце, монстр к монстру. Уже хочешь уйти? Пожалуйста, я сделаю все, что угодно. Мне нужно вот сюда выбраться. Эх, конечно, конечно. Все хотят выйти наружу. Но нужно ли это миру? Может, для мира безопаснее, если мы все останемся здесь? Хе-хе. Монстр к монстру, убийца к убийце. Сколько маленьких детишек скончалось от рук старины неба? Ни 1, ни 2, ни 4, ни 7, ни 12 и даже не 20, но какое-то следующее число в этом ряду. Так. 1, 2, 4, 7, 12 и даже не 20. 26 детей. 33. Весь мир должен знать, что Нэб убил 33 ребенка под покровом ночи. И ты говоришь об этом так пренебрежительно, как будто превосходишь его в этом. Сколько же пришлось убить тебе? 34? Хе-хе, значит, ты все еще хочешь выбраться, ведь так? Да, все зависит от меня в этой ситуации, верно? Ты можешь любить меня, можешь ненавидеть. Это не имеет никакого значения. Тебе все равно придется делать то, что я захочу. А теперь слушай загадку, слушатель поневоле. Если ты смотришь на меня, мы смотрим друг на друга. Ты своими глазами, а я своими. Если ты говоришь со мной, я лишь подражаю твоим словам. Потому что у меня твои губы нет голоса. Что я такое, дурачина? Что я такое? Зеркало? Зеркало, да. Как ты мне, так и я тебе. Мы же одинаковые. Мы же как близнецы, разделенные тонкой и хрупкой пластиной посеребренного железа. Идем, я покажу тебе свой туннель, через который мы сбежим, мой двойник. Все, нас получилось сбежать. Так, наперекор закону. Меня обвинили, так. Стремясь стать одним из великих герцогов Радбальдура, Саревок бросил железный трон на произвол судьбы. Мне нужны те доказательства, которые выведут его нечистые воды, найти быстро. Возможно, в здании железного трона я смогу искать какие-нибудь полезные документы. Да, это было бы, конечно, неплохо. Теперь бы еще придумать, как мы будем обходить железнотроновцев. Вообще, мне нужна таверна. База, замечен враг. Прошу прощения, но у меня нет времени, тогда ступаем. Он, в общем, на нас нападает, но я не знаю. То есть теперь весь пламенный кулак против нас? Серьезно? Ага, он зашел внутрь. Отлично. Да ну хватит нас преследовать, ну блин. Чё ж ты пристал-то так, а? Что мы не можем спуститься? И сейчас мы потеряем репутацию. И мы не можем спуститься в канализацию. Но вообще, по идее, давайте загрузимся. Вообще, я так понимаю, что мы можем на самом деле пройти канализацию. Пускай он нас преследовать пытается. Ну блин, куда ж ты пошел навстречу? Вот, я, конечно, понимаю, что можно считать пламенный кулак сейчас плохими и все такое. Так, теперь давайте вспомним, где находится... По-моему, вот здесь, если не ошибаюсь, находится место, где тусят, где находится штаб-квартира Железного Трона. Но вообще это странно, потому что, смотрите, они против нас уже. Они уже на нас
отдыхаем. Они уже на нас агрятся сразу. Что делать тогда? Замечен враг, паучок. Паучка нет. Tonight you sleep hunted by all, and wake in a dream hunted by one. Tonight you are the monster everyone claims you are, the kobold scorned like a rodent. The ogre that children fear comes in the night. The mobs and their torches now come for you, counting you among the creatures you once did hunt. Or so someone would have you believe. Once again you hear the voice, a voice that now makes no secret of its origins. It speaks of destiny and nature, and of evils bred in the bone. It says you will never be free of the mob, that they will hunt you for what you are. Murder and death run through your heart, and accepting that will supposedly give you power. The essence of Baal within you cannot be ignored. It is mistaken. You have already accepted what runs in your veins. You have accepted it and moved on. Whatever the foundation of the blood within you, it is yours and no one else's. If there is a power to be had, then you will administer it as you see fit, and not according to the ravings of a shade long dead. You calmly turn your back and walk away, applying the most powerful weapon you have at your disposal, indifference. Let the dead rattle on if they wish. Had they the power to harm you, they would have done so a dozen times over. More tangible threats require attention. The voice becomes shrill and piercing as you walk, but gradually grows weaker. As it fades, one warning does stand out amidst the din. It speaks of others that will listen where you have not, others that will embrace what you have rejected, and others that will be your death. This describes but one man, and you know of no other it could be. He who orchestrated your fall, and deserves all that you shall inflict upon him, Sarevok. He shall feel your wrath for all that has occurred. You awake sure of your cause, and of what must be done. Сегодня ты засыпаешь, устав от того, что все тебя преследуют, и оказываешься во сне, где тебя преследует только один. Сегодня ты чудовище, которым все тебя считают. Ты кобальт, презренный как крыса. Ты огр, которым пугают детей на ночь. На тебя идет толпа с факелами, причисляя тебя к тем тварям, которых тебе когда-то приходилось истреблять. Или кто-то заставляет тебя в это поверить. Ты вновь слышишь голос, происхождение которого больше не секрет. Он говорит о природе и предназначении, и зле, заключенном внутри тебя. Он говорит, что тебе никогда не уйти от толпы, что она всегда будет преследовать тебя из-за того, кем ты являешься. В твоем сердце убийство и смерть. Если ты примешь их, то обретешь силу. Ты не сможешь отрицать в себе сущность Баала. Но голос ошибается. Тебе уже приходилось принять то, что течет в твоих жилах, принять и двигаться дальше. Чья бы кровь не текла в тебе, она твоя и ничья больше. Если это даст тебе власть, ты применишь ее так, как посчитаешь нужным, а не согласно бреду давно умершей тени. Ты спокойно разворачиваешься и ходишь, используя свое самое мощное оружие – равнодушие. Пусть мертвые говорят сколько угодно, если хотят. Будь они в силах навредить тебе, они давно были бы уже это сделали. Следует обратить внимание на более осязаемую угрозу. Голос становится резким и пронзительным, пока ты идешь, но постепенно ослабевает. Он исчезает, но одно его предупреждение все же выделяется среди прочего шума. Он говорит о других, которые послушаются его, в отличие от тебя, примут то, что отвергаешь ты, и принесут тебе гибель. Ты понимаешь, что это может быть только один человек и никто другой. Тот, кто подстроил твое падение и заслуживает смерти. Сревок. Он чувствует силу твоего гнева за все то, что произошло. Ты просыпаешься с полной уверенностью в том, что необходимо делать дальше. И снова замечен враг. Ну, господи, тут уже больше врагов, ребята. Очень я люблю этих тварей. Здесь какая группа упырей большая. Насколько я помню, это было в том районе. Ну, нет, не успеешь. Насколько я помню, подъем в штаб-квартиру Железного Трона, он был примерно в том районе, в котором находится
Вот тот вот король подземелья. Ну, точнее, канализации. Сейчас осталось только найти это место. У нас проблема с нашей... Давайте посмотрим, там никому там ничего не отняли. Да нет, вряд ли. Попробуем еще раз отдохнуть. Что такое? Ну, сейчас будет легче. Наконец-то мы отдохнули. Вот. Насколько я помню, это вроде бы сюда. Здесь сюда вниз. Сейчас посмотрим. Так. Да, вот, собственно говоря, посмотрите, подвал железного кулака, железного трона, называется. Мы здесь уже все обыскивали, насколько я помню. Да. Ну что ж, отлично. Так, давайте в Ахере поднимем дополнительные единицы оружейных навыков. Так. Боевой посох, булава, праща, стиль боя с оружием и щитом. Отлично. Так, и я так понимаю, что новые заклинания у него появились. Да, второго уровня одно заклинание. Очарование персонажа или животного. Пускай будет. Четвертого нет пока еще. И кстати, да. Если вы помните, то здесь, по-моему, у нашего жреца были заклинания второго уровня, третьего. Не, мы все взяли. Ну ладно. Попробуем найти какие-нибудь доказательства. Я не знаю, честно говоря, как мы это сделаем. И еще у меня есть Вертинг. О, привет, Алиторн. Полагаю, нам следовало ожидать твое появление здесь. Не совсем удачно вышло в Кэндлкипеде, да? Что тебе известно о том, что там произошло? Я знаю, что ты такая же невольная жертва Саривока, как и все мы. Похоже, он пожертвовал нашим руководством лишь для того, чтобы подставить тебя, зная, что только ты можешь стать у него на пути. Он, естественно, еще и сам стал главой Железного Трона, но мы ему, кажется, уже не особо нужны. Какое неуважение вот так отбросит нас в сторону. Теперь это уже не имеет значения, его коронация неизбежна. Уверен, дворец герцогов уже никогда не будет прежним. Мне нужно идти. Приятно было поговорить с тобой. Так, ну ладно. Так, ну здесь была библиотека. Я думаю, что он на последний этаж. И подождите, вот смотрите, вот эти комнаты мы что, не обыскивали, что ли? Что-то вот мне подсказывает, что, ребята, у нас сейчас будут проблемы большие. Почему? Потому что мы пошли против закона, вроде как, да? Вот, и даже сейчас доказательства, если мы найдем, то вряд ли сможем как-то обелить себя. Ну, посмотрим, конечно. Но мне кажется, что, возможно, нам даже, может быть, придется переигрывать серию. Просто не хотелось бы заканчивать игру отрицательным персонажем. Так. Ситандрия. Итак, ты снова здесь. Будь в твоей голове побольше мозгов, Алиторн, у тебя не возникло бы мысли заявиться сюда. Не знаю, как тебе удалось избежать ловушки моего господина в Кэндлкипе, но дальше этого места тебе не пройти. Зачем тебе понадобилось возвращаться сюда? Могу предположить, теперь ты идешь непосредственно за Саривоком? Кто ты такая, чтобы угрожать мне? Столько гнева и решимости. Я Ситандрия, супруга Саривока. Я была с ним еще до того, как он узнал о своем истинном наследии. О наследии, которое ты разделяешь с ним. Он будет рад узнать, что я убила тебя. Возможно, этого будет достаточно, чтобы я смогла снова стать его возлюбленной. Сомневаюсь, что ты когда-нибудь станешь его возлюбленной. Саривок насквозь пропитан злом. Помоги мне одолеть его и отпущу тебя. Какое милое предложение. Я никогда не предам своего господина. Можешь попробовать свои хитрости на Томоко. Уверена, она будет куда восприимчивее к твоим уговорам.
Никогда не понимала, что Сыревок не нашел. Но хватит об этом. Придите, мои зверушки, и сделайте то, что обычно делаете с незваными гостями. Окей. Ну ладно, бывает. Андреа. Походи, не убивай меня, пожалуйста. Я скажу, где искать моего господина. Тебе нужно идти в нижний погреб. Там ты и найдешь Сыревока. Нижний погреб — это, видимо, название гостиницы. В нижний погреб можно попасть через канализацию. Пожалуйста, отпусти меня теперь. Мне стыдно, что мне не хватило храбрости. Нет, ты умрешь. Тебе не знакомо милосердие? Вы с Сыревоком еще больше похожи, чем я мог себе представить. Сейчас она меня убьет еще, будет вообще отлично, потому что у нас проблемы серьезные. Ну, я так понимаю, что в любом случае так бы закончилось. Ладно, давайте сейчас немножко бафаемся. Вот, под немножко я подразумеваю так. Мы разобрались и с ним, и с ней, и с ее. Видите, меня, кстати, заметьте, сейчас она не попросила о пощаде. Видимо, не успела. Так, какая-то очередная мантия. Пара писем. Сыревок, я получил твое письмо, и меня весьма порадовало твое предложение. Я рассказал о нем своей жене, и она от него тоже в восторге. Я принимаю это задание и полагаю, что плата за него весьма достойная. Это будет наш самый великий подвиг. Убить 3 великих герцогов врат Балдура. Мы будем во вратах Балдура в течение недели и остановимся в своем привычном месте, в нижнем погребе. Если захочешь с нами встретиться, найдешь нас там. Воспользуйся входом через канализацию. Истинный твой Слит. Так, хорошо. Второе. Сыревок. Я должен сказать, что наша первая жертва не оказала нам того сопротивления, на которое мы с женой рассчитывали. Глупый пижон почти не защищался. Хотя, уверяю, кричал этот Энтар превосходно с самого начала и до конца. Надеюсь, наше следующее задание будет посложнее, судя по тому, что ты сообщил. Этого следует ожидать. Убийство 2 великих герцогов в их собственных дворцах во время обращения к высшему дворянству врат Балдура. Что не дождусь. Ты знаешь, где нас найти. Тебе стоит как-нибудь спуститься и познать прелести нижнего погреба, хотя, насколько я тебя знаю, этого никогда не произойдет. Подпись твой покорный слуга Слит. Ну, вот так вот.
Так, это что? Дневник Саривока. Так, ну здесь длинная довольно история. В принципе, можно будет опять же потом прочитать, если захотите. Как бы сохранения у меня останутся, даже если не сразу там напишите, да. Сохранения у меня в любом случае останутся этой игры, поэтому если вдруг интересно будет познать, скажем, все стороны данной игры, то никаких проблем абсолютно сделаем. Так, мантия сопротивления холоду. Отлично. Так. Давайте еще что-нибудь поищем. Пара заклинаний. Ящичек, в котором ничего нет интересного. Еще один ящик. Типа это, по-моему, мы должны были обыскивать. О, смотрите, кто-то мертвый здесь лежит. Непонятно кто. Так, мы нашли что-то. Нет, судя по всему, не нашли. Но нам нужен нижний погреб. Я так понимаю, что это вот тот самый бордель, ребята, в котором мы были. С которого мы, собственно говоря, начали наше путешествие по канализации. Ну, почти то самое, еще нет. Ну что ж, пойдем, поищем. Так. Да где у нас тут был спуск вниз? Вот он. Так, и теперь вот сюда. Так, может быть сюда? Давайте вспоминать. Я помню, что там был обычный проход. Вот здесь-то, в принципе, отсюда мы пришли, и сюда нам идти. То есть здесь как бы вариантов сильных нет. А, так, собственно, вот и мы. Так, давайте-ка постараемся вернуться назад. Отдохнем сейчас снова. Отдохнули, никаких проблем. Все, сюда. Давайте поищем. Я понимаю, что это и есть нижний погреб. Look at Kristen, honey. It's the heroes of the Sword Coast. They're the real deal. Слит. Так, дорогая, что у нас тут? Пища для клинка? Кристин, не знаю, Слит, выглядит очень грозно. Ой, я ошиблась, я перепутала его с кем-то еще. Слит. О, у нее язык из стали, сердце из золота у моей Кристин. И она так прекрасна, что становится невидимой, когда всякие разные начинают к ней приставать. Впрочем, если за ней не приглядывает как такой крепкий парень, как я, естественно. Кристин говорит. Слит, малыш, говори все как есть, радость моя. Ох, детка, ты же меня знаешь своего Слита. Эх, эй ты, нечего тут пялиться, как мы нежничаем, это не твое дело. Что ты шепчешь, милая? Эй, теперь моя девочка Кристин говорит, что ты питаешь слабость к великим герцогам. Жаль, конечно, что с Интаром серебряным щитом так вышло, правда? Кристин, один готов, готов, двое осталось. Бедные герцоги. Может, было бы лучше, если бы они вместе умерли? Тьфу, Кристин, не выдавай нас теперь-то. Это, как это называется, болтун, находка для шпиона? Ах, все, хватит играть в кошки-мышки. Мне это надоело. Убьем его сейчас, а герцогов сразу после обеда, как велел Саривок. Я люблю тебя за твой ум, Слит. Понятно. Бывает. Так, ну, Слита я вижу, а вот второго... Ладно, давайте-ка сейчас попробуем сразу бафнуться. Вот. Все равно потом, если что, вернемся в этот... Go for the... It's better to die a Go for the eyes, Boo! Go for the eyes! My blade will cut you down to size.
это как-то легко, пока идем. Все, готовы. Вот, и нам даже никаких сильных проблем это не доставило. Ладно. Так, зелье, мастерского воровства, какой-то меч и пара писем еще одна. Слит. Пора нанести удар. В день моей коронации будет празднество, и вам нужно будет встретиться с моими ассасинами-доппельгангерами в канализации у прохода во дворец. Вам следует смешаться с толпой в зале. Нанесете удар, когда я закончу свою речь. Если вас там не будет, мои доппельгангеры будут действовать самостоятельно, а вы не получите своих денег. Следи за тем, чтобы твоя жена ничего не испортила. Приглашение на праздник прилагается к письму. Так, это понятно, хорошо. Второе письмо. Это приглашение на инаугурацию нового великого герцога Врат Балдура. Церемония состоится во дворце герцога. Приглашение необходимо предъявить стражникам при входе, после чего вам будет обеспечен пропуск во дворец. Хорошо. Так, зелье какое-то, зелье мастерского воровства. Угу. Хорошо. Так, ну что ж. Раз и два. Краще и куча свитков. Тонна свитков просто. Ясновидение у нас точно есть. А призыв монстров первого уровня тоже. Так, это приглашение. Да, приглашение нельзя разместить. Так, пламенная стрела. Вот не могу вспомнить сходу. Есть. Не обнаружение. Тоже есть. Отлично. Так, защита от обычных снарядов. Тоже есть. Это тоже есть. Это тоже есть. Так, парочка каких-то снарядов. Снаряд +1. Снаряд +2. Тоже есть такая. Так. Кинжал. Неопознанно. А вот праща. Праща это очень важный момент. Праща +1. А у нас праща +1 тоже. Ну ладно. Пращ это в принципе немного весит, но за 95. Так, а вот этот меч ты опознаешь? Короткий меч. Нет, не опознаю, к сожалению. Ладно, будет главное носить. 90. У нас полностью забит инвентарь всех. Конечно, по-хорошему было бы продаться. Потому что мы даже на награду не сможем забрать. Эй, милашка, хочешь посмотреть на мои сиськи? Да, интересно. Куртизанки тут разговаривают. Ну да ладно. Сейчас попробуем найти тогда то место, куда нам нужно пойти. Ну, во-первых, тут, по-моему, кто-то же вроде бы торгует все-таки или нет. Я, честно говоря, не помню. Какой-то стойки нет, да? Похоже, что нет никакой стойки. Ладно. Возвращаемся к навигации. Так, а куда нам, собственно, идти тогда, если этот вход мы знаем? Ну тут, правда, вот еще пара каких-то неисследованных мест есть. Или хотя бы одно неисследованное место точно. Сюда нельзя. Ну, конечно, маловероятно, но кто знает. Нам нужно выйти из канализации, там, где дворец герцога. Я так понимаю, что там, наверное, охраны пламенного кулака не будет, я надеюсь. Давайте посмотрим, где мы выйдем, если мы зайдем здесь. Резиденция пламенного кулака. Ну, явно не там, где мы хотели. Так, а что тут рядом есть? Магазин зелий.
If Tempus wills it. Может быть, мы успеем туда пробраться и продаться. Похоже, что да. Отлично. Tis a fine day to die. Welcome to my humble establishment. Так, давайте посмотрим, что у тебя есть. Отлично. Опознание. Наручи класса защиты 7. Кольцо. Какое-то можно кольцо опознать. Дар Эдвиндару. Обладатель получает иммунитет к любым воздействиям, как полезным, так и негативным, которые влияют на его передвижение. Я так понимаю, что он, наверное, не купит у нас ничего такого, да? Ну, плащ. Улучшение класса защиты плюс 2, улучшение спас-бросков. Отлично. Так, ну давайте попробуем что-то ему продать. Да. Он не берет ничего фактически. Жаль. Эх, ладно, опознали это хорошо. Так, а что у нас тут еще есть? Какие-нибудь магазинчики? Просто есть магазин. Ну, это, конечно, очень рискованно. Какое высокомерие. Его популярность может быть безграничной, но я не стану голосовать за такого хама, как он. Наглый мужлан. Какие-то проблемы, Миледи? Если тебя это волнует, то я просто в ярости от этого соревока. Я не для того копила в этом городе свое состояние, чтобы такие, как он, разбазаривали мои вложения. У меня уже давно были налажены деловые отношения с Железным Троном, и хотя я не всегда одобряла некоторые их действия, по крайней мере они всегда честно вели со мной дела, а теперь их возглавил соревок и обнулил все мои контракты. Если ты потеряла прибыль в сделках с Железным Троном, от меня защиты точно не дождешься. Не будь я так разгневана на Соревока, то и тебя пропесочила бы тоже. А пока что я намерена поговорить с великими герцогами о поведении Соревока. Подумать только. Став главой Железного Трона, он разбазаривает ресурсы компании, тем самым подрывая ее коммерческий авторитет. Может быть, он и помог городу финансово, но это крайне непрофессионально. Что-то неладное творится у них там в Железном Троне, точно говорю. Я знаю, их предыдущие руководители были убиты, но те, кто остались, не должны были допустить того, что происходит сейчас. Во всяком случае, не по доброй воле. Так, ну ладно. Обычный магазин. Не, подождите. Куда сейчас направляешься? Домой, дом. Так, вот. Ну здесь получше уже. Так. Он, правда, ничего не может опознать. Ладно, продаем раз, продаем 2, 3. Так. Дротик ошеломления, пускай будет, пригодится нам он рано или поздно. Вот. То, что неопознанное, продавать печальная идея, конечно. В общем, этот ничего не может опознать. Ладно, давайте-ка, что я хотел сделать? Я хотел, во-первых, кольцо, которое на передвижение, понятно. И здесь еще плащ был. Нет, подождите, не этот плащ, он был у кого-то из наших основных. Вот он. Улучшение класса защиты. Так, давайте посмотрим. Так. Кому я дал его? Вот он. Ага, нельзя одеть. Так, ладно. Сюда. Да что? Кто никто не может его одеть. Грустно. Так, ну пращу-то +1 ты купишь? Hello. The customer is always right.
Праща плюс 1. Праща плюс 1. Продать. Все отлично. If Tempus wills it. Так, что у нас здесь еще есть 7 солнц. Ладно, отправляемся вниз. Вот это вот то, что мы не обследовали еще. Ага, здесь куда-то даже переход есть. You must gather your party before venturing forth. Так, ага, здесь мы были. Так. Ну, давайте посмотрим. It is a fine day to die. Где мы выйдем, если мы вот здесь вот поднимемся? Замечен враг. Штаб-квартира Железного трона. Thy Valkor's mighty Так, blade. Сюда, если мы пойдем, я так понимаю, что мы сейчас вернемся там, где мы уже были. You must gather your party before venturing forth. Да, мы сейчас пошли сюда. Reckon by Tempus she. If Tempus wills it, 'tis a fine day to die. Ладно, давайте смотреть, что здесь. Давайте просто подниматься на каждом каньоне. Вот здесь у нас получается штаб-квартира Железного трона. Вообще, я так понимаю, что нужно куда-то в самый низ и оттуда подниматься. Если я правильно понимаю, то... Или наоборот, в самый верх. Давайте попробуем в самый верх. Штаб-квартира Железного... А точнее, на дворе герцога-то, по-моему, вверху. Так, кого-то встретили. Точно. Горшечное желе. Уже неэффективно. На замедление наложено. Может быть, у чистильщика канализации спросим, как пробраться. Вот ты еще бродишь. Так, еще одно желе. Даже 3 штуки. Ладно, пробуем подняться здесь. Так, это тоже лучше. Дворец герцога. В принципе, мы недалеко от того места, где мы должны быть. Так, я вот не помню просто с какой стороны туда подходить. По-моему, с этой нужно подходить. Идем сюда. Когда уже замедление с Минска спадет? Врагом замечен враг. Ладно. Так, давайте посмотрим, есть ли здесь действительно канализация какая-то входа прямо во дворец. Да, есть, вот она. Все хорошо. Она получается ниже и левее. Ну, не это. Здесь что? Просто не совсем понятно, есть ли вообще какое-то соответствие между канализацией. Так, давайте попробуем отдохнуть. Замечен враг. Пара кобальдов. Есть ли вообще какая-то зависимость между нижними как бы уровнями и верхними уровнями? А что такое? Сколько можно?
Так, ну давайте посмотрим на вот это вот подъем. Точнее, на вот этот вот подъем. Вообще не там, да? Окей. Thy Valkor's mighty blade is a Ну fine давайте здесь. Странно вообще. You must gather your party before venturing forth. Так. Ну, так вроде бы есть Thy какая-то Valkor's зависимость. mighty blade. Так. Вот это было ближе всего. Вот это Thy что ли? Valkor's mighty blade. Ну, по логике, да, но сейчас посмотрим. Да, отлично. Мы в правильном месте. If Tempus wills И сейчас it, будет забавно, если здесь все равно есть охрана. Приветствую. Полагаю, ты идешь во дворец на коронацию Сривока? Что ж, тогда мне необходимо взглянуть на приглашение. Вот приглашение. Не нужно выказывать такое нетерпение. Дай-ка взгляну на это приглашение. Да, выглядит подлинным. Хорошо, можешь войти. by Tempus shield. If Tempus wills it. Ладно, пойдем. I serve the flaming fist. Наемник пламенного кулака. Пожалуйста, предъяви свое приглашение во дворец. Вот. Большое спасибо, теперь можешь пройти. It is a fine day to die. Так, ну что ж. Кого можно найти? Ага. Белт. Теперь, когда прибыли все гости, мы можем приступить к церемонии, которую вы так долго ждали. As all of you know, this is a special occasion for the city of Baldur's Gate. Как вы все знаете, это особое событие для врат Балдура. Пришла пора избрать нового великого герцога. Я не собираюсь преуменьшать ужас трагедии, которые мы перенесли с Портирии, Энтара, Серебряного Щита, но сейчас для нас не время предаваться горю. The votes have been tallied from those submitted by the landowners. Был, Result was nearly unanimous. был проведен подсчет голосов землевладельцев. Результат оказался почти единогласным. What of Duke Elton? Has his condition improved at all? If he dies, who will replace him? Дворянин. Что с герцогом Эльтаном? Его состояние не улучшилось? Если он умрет, кто его заменит? What about the rumors of Arm mobilizing for war? Why aren't we preparing for war? Другой говорит. А как насчет слухов о том, что вам не идет военная мобилизация? Почему мы тогда не готовимся к войне? With our iron shortage, how are we to defend ourselves? Who will give us the iron we need? Следующий. Как мы можем сочтить себя, если у нас нехватка железа? Кто даст нам железо, в котором мы так нуждаемся? What of the Centarum? I've heard that they may be somehow involved. Что насчет Зентарима? Я слышал, они могут иметь отношение ко всему этому. I believe that Elton was poisoned by members of the Shadow Thieves. They're obviously trying to kill our leaders. Я считаю, что Эльтана отравили агенты теневых воров. Они явно пытаются лишить нас предводителей. All of your questions will be answered in due time. You need not worry. Не стоит волноваться, в свое время вы получите ответы на все интересующие вас вопросы. Entar was killed by shadow thieves, agents of Arm. If it isn't obvious to the rest of you, it's obvious to me. Arm wants a war. Энтар был убит теневыми ворами, агентами Амна. Если до остальных это не очевидно, то для меня предельно ясно, что Амн хочет войны. The evidence we have about Entar's murder does resemble the work of the Shadow Thieves, but Имеющиеся у нас улики говорят о том, что убийство Энтара очень похоже на работу теневых воров, но... Resembles? That's ridiculous. The signature left behind on the body was the mark of the Shadow Thieves. Are you blind and stupid, woman? Похоже? Да это же смешно. Оставленные на теле метки и есть подпись теневых воров. Ты что, слепая и глупая женщина? if I may continue, the signature left behind was very blatant and could have been put there to mislead all of us. Если позволите мне продолжить, вышеупомянутые метки были слишком уж явными и, возможно, предназначались для того, чтобы ввести нас в заблуждение. Oh,
would want to mislead us? Да кому нужно возводить нас в заблуждение? Perhaps I could interject something before this meeting degenerates into meaningless bickering. Возможно, я мог бы добавить еще кое-что, прежде чем это обсуждение перерастет в бессмысленную перебранку. Мы собрались здесь за тем, чтобы поприветствовать нового великого герцога, поэтому давайте не будем отвлекаться. Представляю вам нового великого герцога Саривока Анчева. Саривок, для меня большая честь находиться здесь, в обществе столь уважаемых дам и господ. Я вступаю в свою новую должность с полным осознанием связанных с ней обязанностей, каковых у меня теперь будет немало. Прежде всего, я хотел бы обратиться ко многим вопросам, уже прозвучавшим ранее. Слухи о проводящейся вами военной мобилизации полностью верны, так же, как и участие в этом отряда Дзентарима. Но не стоит впадать в панику, мы далеко не беззащитны. Хотя недавние попытки зентийцев лишить нас железом, важнейшего военного ресурса, ослабили нас, но не сломили. После того, как недавно был убит мой отец, я унаследовал управление западным отделением Железного Трона. У них большой запас железа, и его хватит на все наши нужды. Я передам его городу, и вы сможете распорядиться им на свое усмотрение. К сожалению, наш лучший военачальник сейчас лежит на смертном одре, и это тяжелый удар для города. Дабы убедиться, что пламенный кулак находится под надежным командованием, я лично возглавлю наемный полк с разрешения его нынешнего главнокомандующего Анжел. Белт говорит: подождите минутку, у вас нет прав принимать такие решения. Один из дворян: заткнись, пусть Саривок говорит. Саривок: вместо того, чтобы ждать, пока война докатится до нас, мы сами начнем военные действия. С помощью пламенного кулака мы сможем легко захватить Нашкель, а затем быстро укрепить горный проход через облачные вершины. Что? Кто смеет прерывать меня? Это я. Так, ну что ж, Саривочек. Так, ну тут, конечно, все, ребята, так себе. Я думаю, что надо сделать вот так. И даже вот так. А потом еще и вот так. А что такое? А, да. Сработало с... А, не, Хейс сработал, все нормально. Белт, какое везение, что в нашей стране вовремя оказалась столь храбрая личность, как ты. Могу ли я что-нибудь сделать для тебя в ответ? У меня есть документы, взгляни. Саривок тот, кто пытался убить вас, организовал убийство Энтара и чуть не прикончил Эльтана. Я-то взглянул, но если ты ошибаешься, наказание за ложное обвинение будет очень суровое. Дневник обновлен. Настанет Саривок, охота на Саривок. Анжела. Саривок. Анжела, это преступник, что разыскивает за многочисленное убийство. Прикончи его. Белт, никого не трогать, пока я не закончу читать эти документы. Саривок, тебе можно и не читать этот документ, но поскольку я вижу, что у тебя туго с мозгами, чтобы последовать моему совету, я просто снесу тебе голову. Я сейчас тебе снесу голову. Поверь. Ты дождался. Ты сейчас у меня получишь. Вся эта хрень, которая со мной творилась, из-за тебя, Саривок. О, а мне он бобо делает. Саривок, наши с тобой дела еще не закончены, Литорн. Я убью тебя так же, как я тогда убил Гариона. Ты никогда не будешь знать покоя, пока не убьешь меня. А, и он свалил, короче. Белт, думаю, в твоих интересах выследить и убить Саривока, пока он не сделал то же самое с тобой. Думаю, ты прав. Единственная проблема — найти этого ублюдка. С помощью силы своего бога я могу узнать его местонахождение. Подожди немного, я скажу тебе, куда он отправился.
Он телепортировался в гильдию воров. Я перенесу тебя туда же. Там ты сможешь разыскать его и убить. Удачи. Блин. И не дали отдохнуть. Только не говорите, что прямо сейчас он на меня нападет. Так, дневник обновлен. Лабиринт. Серег покинул гильдию воров и скрылся в лабиринте, ведущем в подземный город. Древнее поселение, когда-то стоявшее на месте врат Балдура. Похоже, там он намерен оказать свое последнее сопротивление. Это, я так понимаю, туда вниз? Ну ладно. Так. Здесь нельзя отдыхать. Отлично. Ладно, давайте выйдем тогда на улицу. Нам нужно обязательно отдохнуть, потому что мы потратили часть заклинаний. Вот здесь где-то таверна, это Кикси. Делтир, подожди, я должен поговорить с тобой, это крайне важно. Ты выслушаешь меня? Что ты хочешь? Хорошо, я Делтир, я представляю тех, кто играет на арфе. Я разыскиваю тебя уже много недель. Недавно я узнал, что некоторое время назад тебе пришлось покинуть город. С момента твоего ухода многое изменилось, но я могу рассказать обо всем, что тебе нужно знать. Это было бы весьма кстати. Заместитель главнокомандующего Пламенного Кулака, Скар, был убит. Великий герцог Эльтан свалился с какой-то таинственной болезнью. Никто не знает, сколько ему еще осталось жить. Самые важные для тебя новости касаются твоего недавнего возвращения в Кэндлкип. Тебя обвиняют в убийстве руководителей Железного Трона. Все уверены, что ты работаешь на Амн. Они думают, что твое преследование Железного Трона — это лишь прикрытие для Амны. Противоречия обострились. Новый глава Железного Трона, Саревок, назначил цену за твою голову. У Пламенного Кулака есть ордер на твой арест. Прежде чем я продолжу, скажи, на тебе действительно лежит вина за эти преступления? Нет, они меня клеветали. Мне стало легче, теперь мы должны поговорить о твоем будущем. Исходя из данных, которые собрала наша организация, известно, что Железный Трон готовится захватить власть в вратах Балдура. В твоих интересах выяснить, что они задумали. Возможно, если тебе удастся пробраться в их цитадель, ты сможешь что-нибудь разузнать. Знаю, для тебя настали тяжелые времена, но о Железном Троне тебе известно больше, чем кому-либо еще. Если у тебя есть ко мне вопросы, задавай их сейчас. Потому что у меня не будет здесь в течение следующих нескольких дней. Что за болезнь свалила Эльтана? Пока что целитель Эльтана не сумел выяснить причину болезни. Должно быть, она имеет магическую природу. Я нахожу это весьма подозрительным. Насколько мне известно, целитель Эльтана, Рашад, был жрецом, обладавшим значительной силой и верой. Очень странно, что он не в состоянии излечить великого герцога. Какие у тебя есть еще вопросы? Кто такие теневые воры? Теневые воры — это большая организация воров и ассасинов, которая имеет поддержку на всем побережье Меча. Впрочем, их основная база находится как раз в Амне. Какие улики указывают на теневых воров? На теле Скара были обнаружены кинжал и маска, это их особые метки. Так, что за болезнь, я уже спросил. Пока вопросов нет. Если у тебя больше нет вопросов, я вынужден покинуть тебя. Если понадобится встретиться со мной еще раз, я буду в таверне 3 старых бочонка. Да мне бы просто в какую-нибудь таверну. Вот. Где-то вот справа получается. Показывают это справа. Вот это ж другой вход просто в этот, насколько я помню. Другой вход в гильдию воров. Или действительно это таверна? Ну тут вход в гильдию воров. Так, ладно. Таверна и гостиница. Просто нам сейчас с нашим... Сколько у нас тут осталось здоровья? 1 хп, отлично. Вот. Нам просто очень сильно повезло, что он нас не добил. Да, я хочу что-нибудь выпить, я хочу арендовать комнату. Да тут мы все. Где разделена группа? Все, мы отдохнули. И я думаю, что в следующей серии мы с вами продолжим нашу конфронтацию с Саревоком. Вот. Ну а на сегодня это все. С вами был Реторн. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. И до следующей серии.